I see genius. Друзья, всех приветствую! Сегодня поговорим об очень крутых наушниках от компании High Senior Audio, получившие название Kavanga. И приходят они в довольно немаленькой увесистой коробке с приятным оформлением. На лицевой части здесь изображены сами наушники, а тут сбоку указано «Почувствуй эту красоту звука». А здесь, как всегда, указаны технические характеристики наушников, и за звук здесь отвечает один динамический драйвер и 6 арматурных излучателей, а чувствительность наушников составляет 112 дБ, и они получили 20 Ом импеданс. И теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. Ну и первое, что нас здесь встречает, это вот такой реально очень крутой кейс, который я еще до этого лично нигде не встречал, и в нем находятся сами наушники, вот так аккуратно здесь расположены, и приходят они вот в этих маленьких дополнительных пакетиках. И на мой взгляд, выглядят они реально очень хорошо, и такой дизайн не часто на самом деле встречается. Здесь используется медицинская смола, поэтому они очень гладкие, а лицевая панель еще здесь имеет такую дополнительную деревянную вставку и довольно большую надпись Kavanga на обоих наушниках. Но еще здесь рядом имеется одно акустическое отверстие. И по стандарту эти наушники получили разъем 2 пин, идущий вот так ровно вровень с корпусом. А на внутренней части наушника здесь имеется серийный номер модели и маркировка, означающая, что это левый или правый наушник. Но сопло у них, как видите, такое не самое маленькое, но и не самое большое, что я встречал. Оно довольно стандартное, и диаметр у него составляет 0,5 мм. А также из плюсов мне понравилось, что здесь амбушюры никуда не слетают и цепляются реально очень плотно и надежно за счет того, что у сопла здесь вот есть вот такой вот выступ. С посадкой и эргономикой у наушников понятное дело, здесь все отлично, сидят в ушах они реально очень плотно и обеспечивают хорошую звукоизоляцию. Ну и конечно, друзья, куда же без кабеля, он тут довольно хороший, 4-жильный. Получил коннекторы 2 пин для подключения уже к наушникам с маркировкой правого и левого канала. И у него имеются довольно хорошие, удобные заушины. И, конечно, здесь есть возможность смены штекера, что немаловажно. Сейчас у меня вот стоит здесь балансный. Вот таким образом можно его отсоединить и поставить из комплекта любой другой. Они отдельно находятся вот в этом пакетике. Вот так вот. Здесь есть стандартный 3,5 мм и балансный 2,5. Не знаю, использует его кто-то из вас сейчас или нет, можете также написать об этом в комментариях. Ну а если вам, допустим, не нравится комплектный кабель, вы можете поменять его, например, на вот такой более дорогой вариант. И это очень хороший кабель с графеном. С ним, кстати, я и слушал вот эти наушники. Хотя я на самом деле редко когда меняю кабель. И здесь разница действительно была. А еще стоит сказать, что производитель не забыл о аксессуарах, и они находятся в этой коробочке. Ну и здесь, как вы видите, друзья, есть все, что вам нужно. 2 набора хороших силиконовых амбушюр разных размеров, 1 набор пенных насадок. Возможно, кто-то до сих пор ими пользуется. Лично я в основном использую силиконовые амбушюры. Но, возможно, среди моих подписчиков есть тот, кто использует эти амбушюры. Ну, еще здесь есть вот такой эджектор для переключения переключателей у наушников. Вот такая прищепка. 2 наклейки с логотипом компании. И тряпочка для протирки наушников. Такого очень хорошего размера. Ну а теперь, друзья, давайте поговорим о самом главном, а именно о звучании этих наушников High Senior Kavanga. И вот так выглядит их графика ЧХ без использования
переключателей. И настроены они на самом деле очень знакомо, есть и вполне уверенное количество баса с легким заходом на средний диапазон и уже плавный переход к области верхней середины, в дополнение с довольно продолжительными такими высокими частотами, что, замечу, не яркими. И сразу хочу ответить на вопрос, все-таки стоит использовать переключатели или нет. И в итоге получается такая интересная картина. Что с одной стороны, без использования переключателей мы имеем довольно знакомую и нейтральную настройку без явного доминирования баса. А с другой стороны, при использовании переключателей мы имеем такую очень веселую, фановую и уже более басовитую настройку с безумно раскатистым басом и более эмоциональной подачей. И как по мне круто, что есть такая возможность вот так просто переключиться и выбрать что-то подходящее для себя. И лично мне понравились оба варианта, особенно для электронной и хип-хоп музыки с переключателями, это прямо то, что нужно. А для всего остального можно слушать вот так вот и без них. Но если вы басхэт, то обязательно включите хотя бы первый переключатель. Начнем, как обычно, с разбора низких частот. Сабасовая область в этих наушниках имеет отличную глубину и плотность, а мидбас же хорошо дополняет ее своим весом и массой. А при использовании первого переключателя низкие частоты уже более явно, заметно перетягивают внимание на себя и дают сразу понять нам, кто здесь главный. Стоит сказать, что они немного заходят на средний диапазон, но это совсем не портит общую масштабную картинку, так как с контролем у баса все довольно хорошо, как и с очень продолжительными затуханиями, которые становятся особенно более заметными при использовании первого переключателя. Ну и понятное дело, с текстурной проработкой здесь проблем нет. Да, бас может и не звучит так прозрачно, как в наушниках SimGod из предыдущего обзора, но тем не менее. Он подается как теплый и отлично воспроизводит и раскрывает сатурацию и дисторшн у гитар за счет вот этого хорошего такого захода на нижнюю середину. Да и стоит сказать, что кик звучит очень подчеркнуто, с хорошим таким пинком, и поэтому он совсем не теряется при одновременном ударе вместе с басом. Но средние частоты это то, что нужно. С первого прослушивания я заметил, что они очень нейтральные, имеют спокойный, не кричащий, гладкий тон, да и подаются они реально очень тепло и просто приятно на слух. И мне понравилось, что наконец кто-то прибрал вот эту верхнюю середину, поэтому вам не нужно будет использовать здесь различные фильтры для сопла, поэтому просто берете, подключаете наушники и слушаете, да наслаждаетесь. Да и конечно за счет этого женский вокал не даст вам утомиться из-за своей пронзительности и яркости, а ударные просто аккуратно сделают свое дело без явного и ненужного акцента на себе, как это часто бывает. А вот инструменты звучат очень проработанно и естественно, с хорошей, заметной, подчеркнутой атакой у пианино и отличными натуральными тембрами, с высоким разрешением и необходимой для раскрытия диапазона прозрачностью и детализацией. Но вот на высоких частотах у Акаванга здесь сразу заметен очень знакомый и тоже довольно нейтральный, но чуть более музыкальный подход к настройке, с умеренной, не излишней детальностью, если говорить о звучании с выключенным переключателем. И в итоге мы имеем такую теплую, аккуратную подачу с умеренной, пускай не явно выделенной, например, как в SimGod техничностью, и отличным, но правильным, не чрезмерным блеском и акцентом на хай-хетах и крэшах. С переключателем же ситуация довольно ощутимо меняется. Это будет слышно особенно на вокальной части, да и на самих тарелках, так как они будут более выдвинуты вперед к вам за счет их усиления. И самое главное, наверное, что стоит сказать, это то, что при прослушивании этих наушников вы не встретите никаких сибилянтов, так как они не супер требовательны к качеству записи и не сильно уходят в жесткую аналитику, как в тех же SimGod. Поэтому даже в тяжелой металл или рок-музыке с кучей грязных, перегруженных дисторшеном инструментов эти наушники по-прежнему выдают эту область очень безопасно, на слух не давая вам обращать внимание на какие-то проблемы с записи прослушиваемой вами композиции, даже с включенным переключателем.
Ну и также стоит отметить вполне хороший уклон в микро и макро детали и очень заметные явные продолжительные хвосты от эффектов реверберации, которые не обрываются очень резко, а наоборот имеют довольно длительное продолжение за счет очень хорошего расширения высоких частот. А вот звуковая сцена и визуализация в наушниках Hi Seniora Kavanga получилась пускай не самой широкой и растянутой, а скорее оптимальной и правильной. Здесь есть и довольно хорошая стереопанорама, и не затаившаяся прорисовка планов и различных образов. Но вывод по данной модели наушников у меня получился таков. Hi Seniora Kavanga получились очень хорошими наушниками с неутомительной, приятной на слух меру эмоциональной подачей. Без каких-либо сибилянтов и жесткой аналитики, где вам не нужно выслушивать проблемы записанного материала, а просто наслаждаться им. На выбор вам также предлагается две настройки. Одна для басхедов, тем, кто хочет получить явный эффект пампинга и такого раскатистого баса, и уже второй вариант без использования переключателей. Знакомая настройка для всех, с умеренным количеством текстурного баса и очень приятными неутомительными средними и высокими частотами. И я уверен, каждый выберет подходящий вариант для себя. Ну а ссылка на покупку наушников и вот этого кабеля находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки. С вами, как всегда, был IC Genius. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.